Добрый день! Вас приветствует компания Grom Airsoft Electronics и магазин Overtune. Мы начинаем видео по функционалу нового ключа Sniper. На самом деле язык не поворачивается его называть ключом. В дальнейшем по отношению к снайперу я буду употреблять определение контроллер. Мы расскажем о том, как он настраивается, наглядно покажем, как работает активный тормоз и объясним, для чего это нужно, а также как реализована защита от короткого замыкания и просадки аккумулятора ниже допустимого уровня. Контроллер Sniper полностью совместим с готовыми комплектами проводки Grom Airsoft Electronics, а это означает, что наши продукты Light и Sniper полностью взаимозаменяемы. На данный момент мы закончили разработку контроллера Sniper. Сейчас он не имеет финального вида. В отличие от ключа Light, Sniper будет немного длиннее, но сохранит остальные пропорции. Контроллер будет залит в компаунд на основе эпоксидной смолы с повышенным коэффициентом теплопроводности. Это говорит о том, что несмотря на полную герметизацию контроллера, он будет с легкостью рассеивать избыточный нагрев. Проведя тесты, мы можем смело сказать, что при правильной комплектации привода на нагрузках ниже 150-й пружины снайпер не греется вообще. При нагрузках выше 150 контроллер греется в допустимых пределах. Мы заранее подготовили гирбокс третьей версии специально для съемок этого видеоролика. Установили комплект готовой проводки от Grom Airsoft Electronics. Сейчас мы продемонстрируем вам работу стандартного ключа Light. После подключения аккумулятора система будет работать как в режиме одиночного огня, так и в режиме автоматического огня. Что же такое режим снайпера? После включения этого режима ваш привод будет производить только одиночные выстрелы, вне зависимости от положения селекторной планки переключения огня. Чтобы настроить данный режим, нужно после подключения аккумуляторной батареи к контроллеру нажать на спусковой крючок в течение 5 секунд. После этого вы услышите тройной писк. Нужно будет произвести 5 выстрелов в режиме одиночного огня. Слышим 2 писка. Все, ваш привод готов к работе. Не пугайтесь. Все манипуляции с настройкой ключа сопровождаются пиликанием обмотки мотора. Да, мы используем ваш мотор в качестве динамика, это никак ему не повредит. При использовании батареи одного типа и вольтажа перенастраивать ключ не обязательно. Отмечу, что нормальным режимом работы для снайпера является режим, когда селекторная планка находится в положении одиночного огня. Однако, если вы уверены в точности настройки вашего привода и что цикл выстрела не сбивается по каким-либо причинам, вроде неправильно выставленных шестерней, отсутствия смазки в подвижных частях или наличия инородных тел внутри гирбокса, ну и тому подобное, то можете смело работать в любом режиме. Теперь расскажем о функции активного тормоза. В момент размыкания контактной группы ток через проводку перестает идти, но мотор продолжает свое вращение. Не будем глубоко вдаваться в физический смысл этого процесса. Что за собой это влечет? Нередко страйкболисты сталкиваются с тем, что с мощной аккумуляторной батареей и мотором их привод начинает делать несколько выстрелов на одиночном огне, либо цикл шестерней больше нужного. При этом шестерни останавливаются все время в разных положениях, и есть большая вероятность, что они закончат свой цикл и остановятся в мертвой точке, когда дальнейший одиночный выстрел невозможно будет произвести. С функцией активного тормоза такое положение невозможно. Мотор перестает вращаться сразу после размыкания контактной группы, то есть шестерни всегда делают четкий цикл в режиме одиночного огня. На данный момент работа контроллера возможна на литий-ионных и литий-полимерных батареях. В дальнейшем добавится возможность работы и на литий-железофосфатных батареях. В контроллере предусмотрена защита от переразряда батареи. Чаще всего элементы ВКБ разряжаются неравномерно, и просадка ниже 3,2 вольт недопустима. Поэтому при опускании питания ниже критичного привод перестает стрелять и будет издавать 4 писка. И, наконец, в контроллере реализована защита от токов короткого замыкания. Сейчас мы сымитируем замыкание плюсового и минусового провода. Привод перестанет стрелять до тех пор, пока КЗ не будет устранено. Надеемся, вас заинтересует данный товар, и не только если вы снайпер или марксман. Ведь программирование данного ключа на режим одиночного огня для использования вовсе не обязательно. Режим автоматического огня также никто не отменял. На сегодня это все. Пока.